Многие люди, думая о грозных хищниках океана, сразу представляют себе акул. Будь то белая или китовая акула, в сознании большинства они являются истинными монстрами морских глубин. Однако в этой подводной бездне есть еще одна необычайно свирепая и кровожадная рыба, о которой знают далеко не все. Это каранкс или улуа, высший хищник, который держит в страхе всю экосистему океана и способен даже убивать акул просто ради своего развлечения. Он безудержно наводит ужас на всех морских обитателей, сбрасывая с себя убойную карнавальную маску. Гигантский желтоперый каранкс — это не просто большая рыба, а настоящая морская торпеда с острыми зубами и агрессивным характером. Каранкс выглядит как карикатурный тестостероновый качок. Массивное тело, полное мускулов и неопределенный, почти безумный взгляд. Он способен вырастать до 180 сантиметров в длину и весить под 80 килограммов. При таких габаритах возможность повседневного хулиганства для него становится почти ежедневным развлечением. Высокая скорость, маневренность и недюжинная сила делают Каранкса королем подводного мира, который смотрит на всех остальных обитателей океана как на свое обеденное меню. Заслоняя собой солнечные лучи, зловещие тени каранксов двигаются среди рифов и лагун, сжимая в своих мускулистых челюстях мощные зубы. Это не просто красивые создания, они настоящие машины смерти, способные без всякого зазрения обобрать добычу умения удачливых хищников, таких как морские котики и акулы. В момент нападения их агрессия и точность поражают воображение. Они могут поджидать, пока другой хищник начнет охоту, а затем, когда жертва будет спугнута, мгновенно атаковать. Известно, что они развивают скорость до 60 километров в час, и их жертва не успевает даже понять, что подверглась обману. Это похоже на тотальный террор на подводных просторах. Каранксы не только агрессивны, но и универсальны в своих охотничьих методах. Они охотятся на разнообразных морских обитателей, используя разные стратегии, от скрытной засадной охоты до стремительных погоней. Улуа — одна из немногих рыб, которые охотятся на птиц. Причем делают они это с ошеломляющей ловкостью и точностью, бросаясь в погоню на лету. Каранкс не просто увлекается этой охотой, как школьник, решивший поймать бабочку, а использует тщательные расчеты, чтобы предсказать движение своей жертвы. Это включает в себя определение направления, в котором она движется, ее веса и того, насколько дальше она может пролететь. Эти аналитические способности, придаваемые природой, позволяют Каранксу точно нацелиться и выполнить смертоносный бросок, демонстрируя, что они отнюдь не тупые существа. Такое стремление к ведению сложной охоты не случайно. Ученые подсчитали, что в местах обитания с естественным балансом и разнообразием рыбы улуа составляют до 71% всей биомассы хищников. Это значит, что больше половины всех хищных рыб в данной экосистеме — это каранксы. Их присутствие крайне важно для поддержания контроля над численностью других видов, а также для стабилизации всей экосистемы в целом, что делает их защитниками порядка в своих подводных домах. Но и это еще не все. Каранксы не просто бродят в воде, как попало. Каждая особь имеет свои охотничьи угодья, которые составляют примерно 9 километров прибрежных вод или рифов.
Эти водные территории патрулируются улуа в поисках пищи и конкурентов. Удачное спаривание или схватки с другими хищниками – это главные мероприятия в жизни каранкса. Во время столкновений даже акулы могут оказаться в центре экшн-событий. Если каранкс заметит акулу, он может таранить ее головой несколько раз подряд, целясь в жабры и бока, нанося серьезные травмы и заставляя ее истекать кровью. Это насилие не является охотой в привычном понимании. Это скорее борьба за лидерство в подводном мире. Несмотря на свою мощь, улуа не едят акул, которых убивают, что еще больше подчеркивает их агрессивный подход к существованию в океанском пространстве. Что касается размножения, то каранксы ведут себя так же жестко и брутально в отношении своего потомства. В теплый сезон эти рыбы собираются в большие стаи. Самки мечут икру, а самцы оплодотворяют ее. И на этом их родительская забота заканчивается. Фактически родители обходятся с потомством почти так же, как и с добычей, оставляя своих детей на произвол судьбы. Они дают своим маленьким шанс на жизнь, но только после этого доверяют им пробиваться к независимости. На стадии личинки молодая улуа активно пожирает планктон, но делает это с неординарной хитростью. Их среда обитания – густонаселенные рифы, где местные хищники могут представлять опасность. Чтобы не стать легкой закуской для этих морских хищников, дети каранкса используют свою смекалку. Они прячутся внутри медуз. Эти существа не стонут от присутствия улуа и не наносят им вреда, а рыбы получают защиту от хищников благодаря стрекательным щупальцам, что служит им как надежный щит. Благодаря такой стратегии в обход опасностей маленький каранкс в конечном итоге может стать мощным хищником через несколько лет. За 3 года крошка размером в 6 мм может стать настоящей 50-сантиметровой рыбой, способной практически без ущерба для себя причинить вред другим. В мире морских хищников единственным существом, способным сражаться с взрослым каранксом, являются люди. Долгое время они ловили этих удивительных хищников в промышленных масштабах, превращая их в объект коммерческого рыболовства. На протяжении веков в начале 1900-х годов было добыто около 328 тонн улуа. Однако к 2000 году общий вылов упал до всего лишь 45 тонн. Несмотря на сокращение популяции, ограничений на ловлю этого вида нет, что ставит под угрозу их будущее. Тем не менее, в последние годы время от времени появляются позитивные тенденции на горизонте. Многие рыбаки-любители теперь предпочитают отпускать пойманных каранксов обратно в море после фотосессии с ними. Хотя это может показаться каплей в море, это определенно лучше, чем полное отсутствие защиты. Поймать такую внушительную улов считается большим достижением, независимо от того, осуществляется ли это с помощью удочки или подводной охоты. Однако есть риск. Известны случаи, когда злобный каранкс, теряясь в неистовом гневе, таранит человека на скорости, ломая ему ребра. Кроме того, стоит добавить еще один важный момент. Поедание каранксов может быть опасным для здоровья. В мясе некоторых особей содержится яд сигуатоксин, который накапливается в организме и не имеет специфического лечения. В связи с этим употребление улуа может быть рискованным, и для собственного здоровья лучше всего отказаться от его употребления. Постепенно, разбираясь в сложной экосистеме, а также в значении, которое каранксы имеют для здоровья и стабильности всей морской среды, стоит задуматься о том, каким образом можно их защитить,
чтобы они продолжали существовать и в будущем, и для будущих поколений. Карангс — это не просто еще одна рыба в океане, а настоящий хищник, способный устраивать настоящие террористические акты в морских глубинах. Сотни всплесков и мгновенных атак, нападения на акул и даже на людей показывают нам, что в подводном мире есть место настоящему насилию.